Всем привет! На эту переделку меня вдохновили блокноты от Эксмо, которые я случайно нашла, когда выбирала себе новый ежедневник. Увидела их и захотела блокнот Tardis. Дома лежал синий блокнот удобного для меня формата 14 на 20 сантиметров. В нем 120 листов в клетку, и он прекрасно подошел для этой переделки. Вот что у меня в итоге получилось. Перед работой я нарисовала, как примерно должен выглядеть готовый блокнот. Переплетный картон у меня от коробки от телефона и 2 старых ежедневников. Синий ежедневник поделился не только картоном, но и кожзамом. Первым делом решила наклеить полоску кожзама на корешок блокнота. Определилась с размерами, вырезала полоску и приклеила на суперклей. Потом отрезала переплетный картон нужного размера. Чтобы было удобно открывать блокнот, между полоской кожзама и картона оставила расстояние в несколько миллиметров. Картон приклеила и укрепила его полосками кожзама сверху и сбоку. Сзади кожзам подогнула и срезала уголки, чтобы они получились аккуратными и без лишнего объема. Снизу будет ступенька из картона, который был коробкой к телефону. Этот картон толще, а по краям у него срез под 45 градусов. Обклеиваю его кожзамом, и ступенька за счет этого среза получается немного округлой. Отрезала лишнее и приклеила ее снизу блокнота. Сзади, там где есть угол, также подрезала, перед тем как приклеивать подогнутое. Отрезала 2 палочки из переплетного картона и обработала их наждачной губкой. Из толстого картона от коробки отрезала полоску со скошенными под углом 45 градусов 3 сторонами. Это будет верхушка будки. Из такого же картона с 3 скошенными сторонами отрезаю полоску шире. Это тоже деталь верха, но она должна быть длиннее, поэтому разрезаю пополам и вставляю между половинками кусочек той же ширины со скошенным краем. Обклеиваю кожзамом. Аккуратно обклеиваю сначала скошенный верхний край, потом приклеиваю на всю деталь. По бокам, где скошенный край, срезаю и оставляю картон открытым. К этой детали снизу приклеиваю переплетный картон от обложки ежедневника, чтобы она была объемнее. Приклеиваю обе верхние детали на место. Примерила боковые палочки и обрезала лишнее. Приклеила к ним плотную ленту. На ней будут держаться двери. Опаливаю края ленты. Дальше вырезала из переплетного картона двери и обработала их наждачкой по краям. Сделала разметку на двери. С помощью канцелярского ножа нарезала на кусочки нужного размера деревянные палочки от мороженого и для размешивания кофе. Шершавые края зашлифовала. С помощью линейки обозначила места, где будут эти палочки приклеены и где будут окошки.
Кошки хотела вырезать, но очень быстро мне это надоело, и они превратились в большое окно. Перекладины в окнах сделала из зубочисток, отрезала лишнее и приклеивала на капельку суперклея. Горизонтальную перекладину разрезала на 3 части и приклеила к 2 вертикальным. Точно так же и со второй дверью. Приклеила верхние и нижние деревяшки, потом боковые и горизонтальные перекладины. Мне очень нравится, что эти двери немного деревянные. Дальше покрыла двери белым акриловым грунтом. Из тонкого картона вырезала заднюю часть дверей. Из золотого фольгированного шарика вырезала 2 прямоугольника, они будут в окошках TARDIS. Приклеила их к задним частям двери. Толстой иголкой делаю дырку в двери для замочка. Да, шила у меня нет, и я стучала по иголке плоскогубцами. Замочек будет из анкера-спратца. Дверные ручки будут из проволоки в черной пластиковой обмотке. Сгибаю ее в форме буквы «П». С помощью линейки нашла для них место и также иголкой делаю под них дырки. Беру краску и крашу двери до середины, чтобы было удобно держать. Пока двери сохнут, защищаю листы блокнота пленкой и подкрашиваю элементы на обложке, в том числе и кожзам. Докрасила двери и детали обратной стороны дверей. Дальше приклеила ленту к боковым полоскам картона, как бы оборачивая их с 3 сторон этой лентой. Подрезаю палочки и закрашиваю их в синий. К дверям приделываю замочек и ручки. С концов проволоки срезаю обмотку и вставляю их в дырки. Концы загибаю и фиксирую суперклеем. Закрасила обложку в синий. Пока краска сохнет, вырезаю прямоугольный кусок шарика нужного размера. С фольгированного шарика хорошо смывается напыление жидкостью для снятия лака, и он сначала становится серебристым, потом прозрачным. Разлиновываю обложку, чтобы было легче ровно рисовать буквы. Сначала карандашом, потом серебряной краской. Надпись переводится как «Он больше внутри, чем снаружи». Для тех, кто не смотрел сериал «Доктор Кто». Эта будка называется TARDIS. Снаружи полицейская будка, а внутри она огромная. И она машина времени и космический корабль. Раньше TARDIS могла принять любую форму для маскировки, но механизм сломался, и теперь снаружи она всегда выглядит как полицейская будка образца 1963 года. Продолжаю стирать золотое напыление с куска шарика так, чтобы когда я его приклею, была видна надпись. Когда приклеила шарик по бокам к ежедневнику, окончательно стерла все лишнее. Примерила двери и обрезала ленту, чтобы не торчала в окне и снизу. Обожгла новые края ленты зажигалкой.
Приклеила заднюю часть двери на ленту, потом сверху приклеила переднюю часть. Подкрашиваю все заметные картонные места и приклеиваю крепление двери с дверью на место. Вторую дверь фиксирую каплей клея, приложив на место, а уже потом основательно приклеиваю. Так есть шанс, что обе двери будут на одном уровне. Ура! Двери на месте! Сверху на ленту на креплении приклеиваю узкие полоски плотного картона, которые предварительно окрасила в синий. Потом взяла старый блокнот на пружинке и оставила его без обложки. Вырезала из нее прямоугольник и наклеила его на обратную сторону передней обложки. К задней обложке приклеила переплетный картон, также с отступом от корешка. Сверху приклеила кожзам. С обратной стороны аккуратно подрезала уголки и приклеила. Сверху приклеила прямоугольник из тонкого картона от обложки блокнота. Первый и последний лист приклеила к обложке. Подкрасила двумя оттенками синего обложку, подчеркивая рельеф выступающих элементов. Также окрашивала и кожзам. Сзади нарисовала очертания этих же дверей. На принтере распечатала надписи, которые должны быть на этой будке, покрыла их матовым акриловым лаком. После высыхания лака вырезала их и приклеила на место. Так как клей просвечивал через листы блокнота, решила подкрасить приклеенные странички краской с помощью нетканой салфетки. Ну и в завершении взяла фломастер и покрасила края страничек. Мой блокнот Tardis готов. С ним можно отправляться в путешествие в мир идей и планов. Только сейчас заметила, что замочек из анкера совершенно бесполезный. Его надо было крепить к неоткрывающейся стороне. Тогда бы в нем был бы смысл. А так он абсолютно не мешает дверям открываться. Но что сделано, то сделано. Добро пожаловать, подписчики, и спасибо за лайки.